Nightly Passions. Визуальная новелла – это жанр, который не перестает удивлять своей многогранностью. Он существует уже довольно долго, но каждый год появляются игры, которые достойны внимания ничуть не меньше, чем 3D RPG или многопользовательские шутеры. Специально для любителей проработанного геймплея, интересных историй и прекрасных девушек создана игра под названием Nightly Passions. Это визуальная новелла с нелинейным сюжетом и элементами ролевой игры, в которой собраны лучшие особенности жанра. Она способна надолго увлечь игрока, ведь предлагает пройти большой путь от неопытного новичка до воина, способного сразиться с могущественными злыми силами. Игра выйдет в двух версиях – для смартфонов и ПК. Ну что ж, братюни, давайте рассмотрим сюжет. События разворачиваются в средневековом фэнтези-мире, населенном обычными людьми, которые соседствуют с волшебными существами. Игроку предстоит стать главным героем, то есть доблестным охотником, который отправляется в опасное путешествие в поисках пропавшей сестры. На пути ему повстречаются могущественные ведьмы и колдуны, хитрые разбойники, дворяне, плетущие интриги, кровожадные монстры и, конечно же, обаятельные девушки, готовые сблизиться с рыцарем. Сюжет нелинеен, и это означает, что каждый значимый выбор игрока может изменить его ход. Путешественнику предстоит познакомиться с десятками персонажей, прежде чем он приблизится к разгадке тайны пропавшей сестры. Некоторые из них будут настроены дружелюбно, а другие плести интриги за спиной героя. Чтобы стать сильнее и мудрее, ему придется определиться, какой способ влияния использовать – физическую силу, обаяние или охотничий инстинкт. Важную роль в сюжете играют союзы. Игрок должен принимать решения, от которых будет зависеть, насколько охотно жители магического мира будут помогать ему. Ошибка может стоить ему репутации, денег или хороших отношений с выбранной девушкой. Игра заставляет обдумывать каждый шаг, ведь всегда есть риск быть поверженным. Но главный противник героя-охотника не коварный монстр или злая ведьма. Это искушение, которому он не в силах противостоять. Впрочем, это не всегда так уж необходимо. По ходу сюжета главный герой познакомится с обаятельными красотками, каждая из которых обладает яркой индивидуальностью, внешностью, характером, продуманной историей и своей моделью поведения. Именно от умения находить общий язык с девушками зачастую зависит сюжет. Вам, братюни, предстоит путешествие по проработанному до мельчайших деталей миру. В поисках сестры главный герой посетит шумные городские улицы, глубокие пещеры, роскошные дворцы и спрятанные за магической завесой древние руины. В каждом из мест его ждут увлекательные приключения. Открывая новые локации, герой также получит доступ к уникальным артефактам, более мощному оружию и снаряжению. Все это поможет стать сильнее и влиятельнее для местной знати, скрывающей немало секретов, и точно поднимет авторитет рыцаря в глазах очаровательных красоток. Сюжет полон неожиданных поворотов. В какие-то моменты он вызывает улыбку, а в другие может растрогать. Драматическое напряжение заставляет сопереживать персонажам и делать все возможное, чтобы не совершить фатальную ошибку. А от главного героя действительно зависит многое. Один неправильный выбор, и кто-то из друзей может даже погибнуть. В Nightly Passions все как в жизни. На смену мрачным дням приходят солнечные, и неутомимый охотник продолжает двигаться к своей цели. Что у нас там по персонажам? В данный момент неизвестно, как будут звать персонажей и сколько их будет. Однако в социальных сетях разработчиков все чаще появляются арты с главным героем и девушками, которых он повстречает на своем пути. Их действительно много, и их внешний вид весьма разнообразен. Игрок сможет выбирать между милой рыжеволосой монахиней, девушкой-пауком, загадочной аристократкой, ведьмой, световолосой воительницей и другими не менее интересными героинями. Помимо девушек, каждая из которых может стать любовным интересом главного героя, в игре есть и другие персонажи. С некоторыми из них игроку предстоит наладить дружественные отношения, но дружить со всеми не получится. Некоторые из героев
персонажев настроены в отношении других враждебно, и охотнику придется выбирать, кого поддержать. Вне зависимости от того, какую модель поведения он выберет по отношению к потенциальным союзникам, дружба с ними будет приносить те или иные бонусы. Самое интересное – контент для взрослых. Игра рассчитана на взрослую аудиторию, и наличие сцен 18+ делает ее еще более интересной и разносторонней, ведь игроку нужно постараться, чтобы выбранная девушка согласилась на близость с ним. Только при правильном подходе он сможет получить доступ к постельной сцене с понравившейся героиней. Каждая такая сцена не просто красивый арт с обнаженной девушкой, это анимация высокого качества, содержащая от 25 до 80 кадров на сцену. Особое внимание в игре уделено фетишам. Разработчики пока не рассказали о том, какие конкретно будут добавлены в сюжет, но даже на основе уже вышедших артов можно составить мнение о том, насколько интересными будут постельные сцены. Команда прислушивается к пожеланиям игроков, так что возможно список фетиша еще пополнится, чтобы каждый мог реализовать свои фантазии в игре. Разработчики также намекнули, что эротика и магия будут тесно переплетаться в сюжете, что звучит весьма интересно. Важно отметить, что контент, рассчитанный на взрослую аудиторию, не будет подвергаться цензуре. Разработчики планируют выпустить законченную версию игры в Steam, где разрешено размещать игры с пометкой 18+, содержащие эротические сцены. Что у нас там по геймплею? Чтобы познакомиться со всеми тонкостями геймплея, стоит скачать хотя бы бесплатную ознакомительную версию. Хотя платная, доступная по подписке, гораздо интереснее и раскрывает куда больше сюжетных линий и тонкостей игровой механики. Но обо всем по порядку. В своем путешествии игрок сможет зарабатывать деньги, продавая ценные предметы, оружие и ресурсы, которые сможет добыть в бою или исследовательской экспедиции в неизвестные места. Это далеко не все способности получить заветные монеты, и возможно их станет еще больше перед официальным релизом. Игрок сможет перемещаться по 2D карте, выбирая интересующие его локации и постепенно открывая новые. В самом начале пути ему доступно всего несколько, но по мере продвижения по сюжету их будет становиться все больше. Некоторые из них – места, где можно сразиться с дикими животными или жуткими монстрами. Другие созданы для обмена или продажи ресурсов и встреч с важными для сюжета персонажами. Пока неизвестно, как это будет влиять на геймплей, но в игру будут добавлены дни недели, по которым игрок сможет ориентироваться во времени. Также на верхней панели есть шкала, отвечающая за смену времени суток. Игрок сможет хранить свое снаряжение, оружие, одежду, ценные предметы и найденные ресурсы в рюкзаке, вместимость которого ограничена. Часть из них ему придется продавать, а некоторые из предметов будут предназначены для прохождения квестов. Верный способ получить новое оружие или броню – это посетить лавку очаровательной торговки, с которой, скорее всего, будет романтическая ветка с постельными сценами. Геймплей примерно на треть состоит из классического для визуальных новелл общения с другими персонажами и построения отношений. Он также включает большое количество самых разных мини-игр, которые созданы с учетом уникальных особенностей персонажей, связанных с ними сюжетом. Играя в них, пользователь сможет больше узнать о героях. Третья, но не менее важная составляющая – это активные бои. Вам, братюни, предстоит сразиться с дикими животными, загадочными мистическими существами, монстрами, коварными соперниками и даже другими рыцарями. В бою ваш герой может использовать карты способностей. Все это, чтобы выполнить свою главную миссию и стать сильным, могущественным и непобедимым воином. Особое внимание стоит уделить построению сюжета. Он, как уже говорилось ранее, нелинеен и меняется в зависимости от выбора игрока. В части диалогов есть несколько реплик, между которыми можно выбирать. Что касается действий, в определенной ситуации главный герой может совершить несколько совершенно разных поступков, которые повлияют на отношение других персонажей к нему, их судьбу и ключевые сюжетные моменты. В руках игрока власть над жизнями других героев. Одних он может спасти от гибели, а другими пожертвовать в угоду личным целям. По техническим особенностям, игра создается и адаптируется для ПК, планшетов и смартфонов. Разработчики уже сейчас озаботились тем, чтобы на разных типах устройств она отображалась корректно и работала без багов. Пока протестировать ее можно только на мобильных устройствах на платформе Android.
Поиграть в нее сразу после релиза очередной версии можно сразу на двух языках – английском и русском. Переключаться между ними можно через главное меню. В данный момент доступ к последней версии игры открыт для подписчиков Boosty, которые платят за подписку по $5 ежемесячно. Для тех, кому хочется протестировать бесплатную версию игры, также есть хорошие новости. Иногда разработчики обновляют ее, чтобы каждый мог оценить геймплей, первые этапы сюжета и персонажей и решить, стоит ли платить за полноценную игру. У проекта есть несколько активных социальных сетей, в каждой из которых регулярно публикуются новости. Все ссылки на игру будут в описании под видео. Уже сейчас в раннем доступе можно протестировать геймплей игры. Конечно, пока он нуждается в доработке, и команда разработчиков часто публикует посты с вопросами, чтобы получить от игроков обратную связь. Подписчики охотно поддерживают проект, причем не только комментариями и лайками, но и финансово. Подписку на платных платформах оформили уже более 4000 человек, и эта цифра будет только расти, ведь интерес аудитории разработчики активно подогревают красивыми артами и интересными сюжетными обновлениями. Также разработчики скоро планируют релиз в Steam, поэтому добавляйте игру в желаемое на площадке Гейба. Nightly Passions – игра, которую ждут тысячи неравнодушных к фэнтези и эротическим приключениям геймеров. Она обещает быть интересной, захватывающей и по-настоящему разносторонней. Впереди сценаристов, художников и программистов ждет еще много работы, и хотя точная дата релиза пока не определена, ожидание однозначно стоит того. Поэтому, братюни, если я вас заинтересовал данным обзором, ссылочки как всегда в описании под видео. Поддержите авторов игры подписками на соцсети, подписками на их Boosty и всевозможными отзывами, для них это действительно важно.